Львы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш таро-прогноз на ноябрь 2022 года. Будем с вами анализировать предстоящие события, смотреть, к чему вам готовиться, на что рассчитывать. И помогут мне сегодня в этом таро красота ужаса, а также Ленорман силуэт. Поэтому настраивайтесь, пожалуйста, на расклад и на получение информации. Будем смотреть, к чему же нам стоит подготовиться. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни, совет от карт. Арканы перед вами. Надеюсь, вам хорошо видны. Сейчас немножко сместим. Приступим. Общая энергия месяца. У вас замечательный аркан, потому что у вас здесь ложится двойка чаш. Двойка чаш, конечно же, это партнерство. В первую очередь партнерство личного плана. То есть это для кого-то обретение пары, знаковое знакомство, у кого-то примирение, восстановление взаимоотношений, а для кого-то переход отношений на новый уровень. То есть развитие вашего союза. Но данная карта всегда указывает на партнерство не только в личной сфере. Это новые социальные связи, новые друзья, новые деловые контакты, новые партнерские взаимоотношения. То есть это коммуникация, кооперация, взаимодействие, поддержка. Ну и знаете, как союзы и общение, которые вас насыщают. В первую очередь эмоционально, то есть приносят вам радость от взаимодействия. Если смотреть по арканам, по восьмерке жезлов, у многих это знакомство может состояться в дороге, в поездке, а для кого-то это может быть знакомство через интернет. Но то, что вы будете радоваться такой цепочке и таковому развитию событий, это факт. Если мы посмотрим вопросы работы, по четверке чаш, это ваша такая позиция «не хочу учиться, а хочу жениться». Потому что сама по себе карта предполагает пресыщение. Это ситуация, когда все надоело, чувство апатии, состояние хандры. Знаете, как нет мотивации вкалывать, нет мотивации развиваться. Хочется отпуска, воодушевления. Знаете, где-то черпнуть эту энергию, этот творческий посыл. Но пока вот таким образом. Если вы на текущем этапе у нас не работаете, то по королю пентаклей ситуация стабильна. То есть есть либо свои запасы, либо есть на что опереться. То есть это может быть финансовая помощь со стороны ваших членов семьи, там, отца, супруга, брата, не имеет значения кого. Но тут есть какая-то финансовая стабильность. А для тех, кто у нас в статусе соискателя, в принципе, эта ситуация закрыта. Вы знаете, по принципу как «я не готов» или «мне не до этого». Нет сейчас посыла, нет сейчас вообще какого-то настроения, энергии, что-то искать. Или вы не видите себя в каком-либо русле. Если же вы у нас наемный сотрудник, то четверка чаш и паж жезлов. Это хочется новизны, каких-то новых ощущений, движения, порыва, знаете, какой-то мотивации. А у вас все, у вас пропал запал, вы не видите для себя карьерного роста, либо перспектив увеличения заработка. И, соответственно, из-за этого опускаются руки. Нет желания каким-то образом что-то менять. Если же вы у нас, помимо всего прочего, являетесь владельцем своего бизнеса, то четверка чаш и жрица. А вот здесь два аспекта. Сейчас объясню, какого плана. Первое, что могу сказать, это желание копнуть глубже в себя. То есть неважно, с психологом или самостоятельно, посмотреть, почему идет такой эмоциональный раздрай, что мешает вам развиваться, что мешает вкладываться в свое развитие и получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь. То есть попытки понять проблему глубже. И второй момент здесь по этим арканам. Это может быть вопрос деструктива. Не у всех, это в единичном вообще проценте. Но, тем не менее, это, знаете, как нужно предупредить. Когда все сыпется из рук, когда нет желания работать, когда вообще какое-то депрессивное состояние, то нужно здесь пересмотреть. Не, знаете, как, возможно, кто-то вам здесь помог в этом вопросе. Так, финансовая сторона вопроса. Девятка мечей, переживания и страхи.
Вот из-за этого вашего состояния отсутствия вот этого работоспособности, как следствие по 9 мечей, ситуация, ну не могу назвать это отчаянием, это не так. Расходы большие, но доходы оставляют желать лучшего. Поэтому 9 мечей – это переживание за свое будущее. А хватит ли ресурсов? А будет ли чем платить по счетам? Неважно, обычные базовые расходы, либо то у нас выплаты, долги, кредиты и так далее. То есть здесь опасения за свое будущее. И, конечно же, сам по себе аркан показывает усугубление текущей финансовой ситуации. То есть здесь ограничивать себя во многом, здесь вы не видите перспектив заработка, либо не можете найти свою реализацию. И, конечно, это все только усугубляет этот момент. Если мы посмотрим вопросы здоровья, ну вот здесь хоть по тузу пентаклей, понимаете, для многих это нормальная карта, потому что говорит и о вопросах стабилизации текущего плана. Смотрите, то есть физическое здоровье в норме, но эмоциональное, видите, оно здесь, ну, не очень, потому что вот туз пентаклей и 6 чаш, здесь это физика в норме. Но эмоции нужно здесь корректировать, контролировать. И еще туз пентаклей очень часто на состоянии здоровья символизирует, как по рекомендации врача, по его наставлению, это прием каких-либо витаминов, БАДов, изменение диеты, то есть тут какие-то дополнительно что-то еще пропивать, но это даже не могу назвать БАДами, это какие-то рецептурные вещи, которые чистят кровь, потому что, видите, 6 чаш, могут быть проблемы с кровотоком, лимфотоком. То есть нужно заняться этими вопросами. Что на вопросы личной жизни? На вопросы личной жизни у нас здесь ложится 6 пентаклей. Карта равноценного энергообмена по принципу как ты ко мне, так и я к тебе. И очень часто, по сути, она так в жизни отыгрывается, но иногда бывают большие исключения. Поэтому сейчас будем перепроверять. Если мы смотрим ситуацию для тех, кто у нас свободен, то здесь вы всегда будете четко анализировать. Знакомство здесь есть, но вы сами себе задаете вопрос и такой вот посыл. А с чем человек ко мне идет? А какие цели он преследует? Чего он от меня хочет? Чем я могу быть ему полезен? То есть какую для себя мотивацию он здесь преследует, какой цели придерживается? И как следствие это держать дистанцию. Это может быть проверять людей на истинные намерения или поступки. Ну, то есть может быть показывать какие-то ресурсы, либо пуская пыль в глаза с целью, чтобы проверить истинные мотивы по отношению к вам. А вот если вы в любовных треугольниках, то 6 пентаклей и королева пентаклей, ну это знаете, как пришло время собирать камни, либо получать дань. Потому что слова любви это все прекрасно, но вы захотите здесь каких-то серьезных финансовых вложений в себя, в ваш союз, какую-то материальную отдачу, то есть и все вот эти ваши разговоры или ваши взаимоотношения будут крутиться в рамках этого месяца вокруг материального. Если мы будем смотреть ситуацию для тех, кто у нас в стабильных связях, 6 пентаклей и 3 чаш. Арканы, которые указывают на ситуацию, что вы можете быть, я не могу сказать, что обескуражены. Это, знаете, когда вы попадаете под чье-то влияние. Новый поклонник или поклонница хорошо ездят по ушам, оказывают заботу, внимание, и вы думаете, о боже мой, мне есть с чем сопоставить, с чем сравнить. Вы так воодушевлены вот этим новым проявлением внимания, что можете не видеть истинных мотивов, потому что 6 пентаклей и 3 чаш, это опять же, знаете, как обещать золотые горы, но это с корыстными мотивами, с корыстной целью. Поэтому не поведитесь на эти обстоятельства. И что у вас в плане совета и рекомендаций? Падает ваш аркан сила. В первую очередь это акцент на том, чтобы вы были верны себе. Это первое. И второй момент по этому аркану. Это будьте сильными. Будьте гибкими, несмотря ни на что. Находите в себе ресурсы. Восстанавливайте свои ресурсы. И в первую очередь эти ресурсы касаются у нас вопросов энергетики. Вот этот знак лемниската, который у нас здесь изображен, да, он указывает на то, что вот нет баланса, нет вот этой вот,
цикличного течения энергии. Вот с этим вам придется справляться и над этим вопросом работать. По совету, опять же, если кто-то входит в вашу жизнь, то действительно перепроверяйте, можете ли вы опереться на этого человека, как здесь показано на аркане. Или это просто, знаете, такая медвежья услуга и помощь с целью, чтобы потом вовремя при удобном случае вами отобедать. Поэтому вот такой здесь у вас посыл, вот такая информация. Хорошо. Смотрим, что здесь в плане неожиданности. Крысы, сад, ребенок. Но это по страстям, новое знакомство, новое увлечение, потому что сад, ребенок – это новый этап, это флирт. Причем, смотрите, солнце на дне колоды, то, что освещает вашу жизнь, озаряет, дает вам, наконец-то, приток сил. Но что стоит за этими крысами? Так, письмо, всадник, звезда. Здесь, еще раз повторюсь, может быть знакомство по переписке, либо, если это какое-то путешествие, то это больше как отдых, это как вопрос курортного романа. Но письмо «Всадник, звезда» – это обрести известность, популярность, ваши связи, войти в ваш круг общения. То есть желание с вами идти на сближение, оно не является искренним. Поэтому задумайтесь над всеми вот этими моментами, чтобы сами себе не сослужили потом плохую службу. Я, конечно же, негатив для вас весь перекрою позитивом. Негатив никому не нужен. И я искренне верю в то, что так и будет, что вы справитесь с любыми ситуациями. Закроем вашим арканом, арканом сила, арканом помощи, поддержки и взаимодействия. И пусть, если в вашу жизнь входит партнерство, то обязательно искренне, обязательно, знаете, как от всей души, на внутренних каких-то порывах, а не на корыстных. Вот таким у вас вышел расклад на этот месяц. Верю в то, что информация для вас будет во благо. Вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. До новых встреч.